Сегодня мы наконец раскроем истинный план Люциуса Загратиса, а также придем к заключительному варианту насчет его магии, ибо разобрав обложку гримуара антагониста, все сошлось к единственному варианту. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик, а вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Победа над Люцифера из-за получения сердца Верховного Дьявола запустила шестеренки механизма Люциуса Загратиса. Еще когда наше внимание обращали на темную триаду, были оглашены мотивы, ради которых они трудились все это время. И конечно же всему этому подыгрывала обстановка в королевстве Пик, где на тот момент, по словам Алина, вообще было трудно просто выжить. Их страна благодаря климату была отрезана от остального мира снежными стенами. Везде постоянно сталкивались какие-то банды, так и еще королевство Бубен зачастило вторгаться на их территорию. С этого исходили цели старшего Загратиса. Слабые легко погибают, а защитить их всех просто невозможно. Тогда им остается лишь заключить сделку с дьяволом и, уничтожив всех одним махом, создать новое человечество с бессмертными телами, которые больше не будут бояться смерти. Знаете, здесь Люциус выглядит как мессия, который со своими братьями и сестрой хотели спасти человечество. Но все бы пошло бы по-другому, будь у него под рукой шестянок и целая флотилия кораблей. Это я сейчас говорю про мир кораблей, которые сделали коллаборацию с Azur Lane. Поэтому встречайте 6 обворожительных тянок командиров, 3 крутых камуфляжа, а также 2 премиум корабля с уникальной боевой раскраской. Теперь, помимо сражений на морских просторах, ты сможешь сделать своим командиром одну из 2D тянок, у каждой из которых свой собственный шикарный характер озвучки. Вот, к примеру, мой фаворит Асами Сетта. Вы только послушайте ее голос. Не, ну тут можно только ради нее бороздить океан и разносить вражеский морской флот в труху. Переходи по моей ссылке в описании и забирай кучу подарков, которые тебя ждут после регистрации. 200 дублонов, 2,5 миллиона серебра, премиум контейнер Azur Lane с сюрпризом и вишенка на торте — обаятельный командир Шокаку с 10 очками навыков. Так что ныряй по ссылке в описании и забирай своего командира в игре Мир кораблей. Так вот, вернемся к Люциусу. Цель, которую преследовала темная триада, является просто ступенькой в задумке их старшего брата. И на секундочку, нам так и не рассказали, на каких условиях заключались их контракты. Предположительно, на чаше весов стояло открытие врат древа Клипот, а на другой стороне была целостность королевства Клеве. Но последнее мы узнали из уст Зенона, и не исключено, что пожелания Ваники и Данте были другими. Однако пока примем к сведению, что целью была защита королевства и их жителей. Вот только все это могло быть лишь тем, во что должна была поверить темная триада. Ведь они так отчаянно пытались не допустить вмешательства в ритуал. Но, возможно, Люциус не все им соврал. Целью его действий действительно является перерождение. Об этом нам может говорить даже его отметка в виде 2 пик, одна из которых перевернутая. Пика означает смерть, а ее перевернутая версия в свою очередь символизирует возрождение. К тому же в орнаменте гримуара Люциуса можно увидеть много цветов лотоса, которые также ассоциируют с собой перерождение или возрождение. Так что да, старший Загратис действительно жаждет перерождения в бессмертном теле, однако вряд ли это касается всего человечества. Об этом говорит то, каким образом он шел ради этой праведной цели. Он использовал своих братьев и сестру, хотя тут еще можно будет поспорить, ведь пока мы не знаем прошлого этого антагониста. Упускается много информации, которая может повлиять как на его родство с Данте, Ваникой и Зеноном, так и на его планы. Чего я это так вдруг заговорил о родстве? Так это потому, что как-то очень странно, но удобно для Люциуса вышло, что магия его якобы родных — это магия
магия плоти, крови и костей. В обзоре на 331 главу Черного Клевера у меня было несколько предположений насчет магии самого Люциуса, и среди перечисленных была магия души. И пока проводилась работа над этим роликом, поиск значений символов, которые вертятся вокруг персонажа, таких как перевернутая пика и лотос, затрагивающая тему перерождения, привело меня к устойчивому пониманию, что постоянно фигурирующее слово в этих статьях — это душа. И именно с магией души Люциус смог создать марионеточную душу Юлиуса с собственной личностью. Ведь если бы это не была чистая личность, устами которой говорил сразу старший Загратиас, Ями еще ранее смог бы почувствовать ложь в словах Юлиуса. О полных способностях магии души поговорим немного позже, когда эта информация подтвердится мангой, а пока вернемся к плану Люциуса и то, как он связан с Астаротом. Уже не секрет, что когда Темная Триада заполучила свои контракты с дьяволами, Ваника стала одержима Мегикулой, так как Астарота на тот момент уже не было в преисподней. Одним из вариантов, как такое могло произойти, это то, что Люциус сам его призвал с помощью ритуала подчинения дьявола, так же как это сделал Нахт с 4 своими дьяволами. Если антагонист прошел через это, что очень вероятно, это значит, что его сила находится на совершенно другом уровне, поскольку Люциус имеет полный контроль над своим дьяволом. А получить победу в ритуале подчинения старший Загратиас смог с помощью своей магии, как минимум, ибо с магией души можно не только создавать души с личностью, но и манипулировать душой противника. Теперь давайте поговорим насчет того, зачем ему сердце Люцифера. Как мы уже поняли, цель Люциуса — это перерождение в бессмертном теле, чем собственно и может помочь ему сердце дьявола, хотя в другом случае он может просто заполучить силу этого дьявола. Так что это еще не все. Ему скорее всего понадобится Данте, Ваника и Зенон с их магией, которые подобраны не просто так. С помощью магии этих троих можно в действительности создать новое человечество, напрочь уничтожив старое. Вот только все это пока выглядит лишь как цветочки, ибо по сути в руках Люциуса Загратиаса есть сила 3 верховных дьяволов: дьявола гравитации, пространства и времени. А это уже основополагающее мироздание. Он в прямом смысле сможет создать свой собственный мир, свое человечество, а Люциус по сути с такой силой станет богом. А пока мы мало чего знаем о его личности и о прошлом, через которое он прошел, с раскрытием информации некоторые события могут измениться в ту или иную сторону. Однако все же его истинной целью является перерождение, получение бессмертия и создание собственного мира. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующий ролик. И если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомление. Всем спасибо за ваш просмотр и всем пока-пока.